Сегодня воскресенье, и это последний день Семаны Санты. На самом деле я, наверное, даже не знаю, как это сказать по-русски, потому что такой традиции у нас нету. То есть такой период тоже есть, но такой традиции, которую я вижу уже второй год в Севилье, такой вот традиции нет. Не могу сказать, что мне супер нравится или что для меня это что-то супер впечатляющее, но все равно хочу поделиться, как я это жила, это время, эту неделю. На самом деле это достаточно интересно, потому что из каждого храма, в каждой церкви есть свои люди, можно сказать, братства, которые следуют за определенным святым или ходят именно в эту церковь. Очень многие из них это назаренос, которые идут перед всей процессией. Костюмы различаются, то есть по цвету, также по типу пояса, по цвету свечи и по всяким разным вещам, которые эти люди выносят из храма, чтобы пройти вот эту всю процессию по всему городу. В Севилье конечный пункт этой процессии – это пройти через кафедраль и вернуться обратно в место хранения всех святынь, которые выносят. Наверное, для меня в первый год, когда я увидела все это, было самым примечательным смотреть на назаренос. В этом году я больше сосредоточилась на музыке. Она действительно очень часто интересная. Наверное, самое интересное для меня в музыке было то, что первый момент у всех музыкантов своя особая униформа. И я обратила внимание, что музыканты-девушки, у них у всех были даже одинаковые сережки, вплоть до этого. Плюс второй факт интересный о музыкантах, когда они проходят рядом и играют вот эти вот барабаны. Это интересное, странное ощущение, наверное, потому что я раньше никогда не оказывалась так близко, но у меня просто все внутри тела чувствует эти удары и ощущение, что как будто из меня демона изгоняют. Кроме того, чем я хочу тоже поделиться, что для меня было, наверное, интересным, и я увидела только в этом году. Первый момент, что в процессии участвуют даже маленькие дети. И они некоторым и взрослым, и другим детям раздают конфеты, и это выглядит супер мило. Второй момент, что некоторые взрослые раздают карточки, тоже кому захотят или кто попросит, с изображением своего святого или с изображением Христа или с изображением Марии. Зависит от того, кто им, наверное, ближе и по душе. Честно, точно не могу сказать. И следующий момент, который тоже мне не то чтобы впечатлил, но тоже зацепил мое внимание, это то, что детки,
они эту неделю живут как в развлечении. И некоторые коллекционируют воск. То есть они подготавливают какой-то небольшой шарик из фольги, а потом подходят к этим высоким большим дядям Назаренус и говорят: а можешь мне на этот шарик покапать со своей свечи? Обычно соглашаются, капают. Я видела одного мальчика, у которого был такой огромный ком, как будто снежный ком из серы. Честно, не знаю, зачем они это делают и какой в этом интерес, но было прикольно. Vámonos que nos jalas, vámonos. Vámonos que nos arrolla, vámonos. Все вещи, которые я вам рассказываю, они впечатляющие лично для меня, потому что мне больше и более интересно наблюдать за людьми, за их реакцией, за тем, чем они занимаются, что делают. Но если больше говорить про людей, которые проживают в Севилье, например, общаясь с ними, я знаю, что даже если они неверующие, им нравится наблюдать за всеми этими процессиями, потому что для них это какой-то отдельный вид искусства. И больше всего их впечатляет то, что эти вещи, эти реликвии пасос несут косталерос, которые несут все это приблизительно в течение от 6 до 13 часов на себе, на горбу. И вес, который они несут, это от 50 до 100 килограмм. Это все на себе в течение этого времени, конечно, очень сильно впечатляет, должно выматывать. Честно, мне кажется, мне наоборот это не нравится. Как-то я все равно сочувствую. Мне прям больно смотреть на это. Также мне больно смотреть, когда Назаренус, например, идут босиком. Я понимаю, что наоборот, в этом смысл. Но как-то странно для меня, потому что я не привыкла к этому. Кроме того, что еще впечатляет очень сильно самих испанцев, это то, что эти пасос, косталерос, несут на себе, не просто несут, передвигают, а все это происходит под музыку. То есть, как идет музыка, так эти косталерос и передвигают вот эти все вещи. Быстрее, медленнее, назад, вперед, раскачивают из стороны в стороны. Но если просто подумать, сколько это килограмм и сколько в течение какого времени это происходит, конечно, это мощно. В принципе, на этом все мои впечатления. Расскажите, а как проходит такая неделя, эта неделя у вас, в вашем городе? И скажите, а вас впечатлило то, что я рассказала? Вы что-то подобное видели? У нас в России, в Москве такого точно не увидишь.